Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у нас будет тоже пасхальное видео. Но если вы в этой работе поменяете элементы и вместо яиц добавите что-нибудь другое, у вас получится веночек совершенно на любую тематику. Поэтому тут выбирать и совмещать материалы можно любые. И на этот раз мне хотелось сделать веночек более нежных оттенков и с бумажными цветами. Давно я делала веночки с бумажными цветами. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. У меня есть вот такие пенопластовые заготовки яиц, покупала их тоже вот перед Пасхой, но все не знала, куда применить, поэтому 3 я буду использовать в сегодняшней работе. И покрашу их в фиолетовый цвет с помощью акриловых красок. Также подобрала все материалы, которые мне нужны будут. У меня есть 3 оттенка бумаги, это 593, 592 и 17Е2. Долго думала, какой из них использовать, и все-таки решила сделать свою работу очень нежного оттенка, поэтому 592. Одевая свои пенопластовые яйца, их можно купить в магазинах для рукоделия, или, если вы умеете и у вас есть материал, сделайте из пенопласта или пенополистирола. Одеваю их на деревянную шпажку и буду красить акриловой краской. Я все-таки сделала самую большую ошибку перед тем, как начала их красить, так надо было взять мелкую-мелкую наждачку и зашкурить все неровности, которые располагаются сверху, потому что по итогу они у меня немного видны. Как я уже сказала, я буду их делать из светлого оттенка бумаги, это номер 592. Отрезаю полоски приблизительно 3-4 сантиметра и затем разрезаю на прямоугольники по размеру 4-5 сантиметров. Знаете, я всегда это делаю на глаз, так как по итогу неважно, насколько ваш лепесток будет идеальным. Складываю вдвое и вырезаю форму лепестка. Растягиваем. Чем больше вы его растянете, тем сильнее будет раскрыт ваш цветочек. И начинаем склеивать. Берем первый лепесток, скручиваем его и подклеим снизу. И затем постепенно, нанося клей снизу, я приклеиваю каждый лепесток один за другим, формируя размер своего бутона. На один бутон может уйти как 10 лепестков, так 15, 20, 30. Все зависит от того размера, который вы хотите в итоге получить. Чашелистик я делаю тоже на глаз, так как нужно нам просто вырезать листики, растянуть их посередине и приклеивать. Как оно будет снизу, неважно, потому что этого всего видно не будет. Главное, чтобы ваш чашелистик был виден сверху. На каждый цветочек приклеиваю по 3 таких листика. Для большого цветочка я использовала намного больше лепестков, и знаете, я их не считала, но мне почему-то кажется, что лепестков 30 туда ушло точно. Точно так же приклеиваю чашелистики. И сделаю еще пару маленьких бутонов, на которых я использовала только по 3 лепестка. Теперь сами листья. Я почти в каждом видео показывала, как их делать, поэтому останавливаться на этом не всегда хочется, но немногие понимают. Мы берем прямоугольник произвольного размера, разрезаем его
переворачиваем одну из сторон и склеиваем. Таким образом, чтобы прожилки у нас были вверх. И вырезаем форму листика. Теперь сам веночек. Мой веночек сплетен из веточек ивы. И знаете, почему мне не нравится именно ива? Потому что она желтая. Она на самом деле очень желтого цвета, поэтому я хочу его немножечко приглушить. Я развожу светло-бежевую краску с водой, и можно было развести еще сильнее. И покрываю сверху свой веночек, после чего хорошо высушиваю. Ну а если вам нравится этот желтый цвет, он подходит к цветовой гамме вашей композиции, то можно этого не делать. После того, как хорошо все высушили, я начинаю собирать веночек. У меня были вот такие веточки, которые я как-то покупала в магазине Fix Price. Приклеиваю первые их, а затем начинаю собирать композицию из цветов. Первым я приклеиваю самый большой цветочек и постепенно добавляю все цветы поменьше. И вот что у меня уже получается. Можно использовать эту композицию как с боку своего веночка, также и снизу. Я долго крутила и решила, что композиция моя будет снизу. И снизу я хочу на ленты привязать именно эти декоративные пенопластовые яйца. Я купила тоненькую ленточку и вклеивать буду ее вовнутрь, чтобы все хорошо держалось. Располагаю их на разном уровне и сверху завязываю узел, после чего вклеиваю свой венок. Если бы я заранее знала, как я именно хочу сделать свою работу, то, наверное, я для начала завязала бы на узел полностью свою подвеску, а затем уже приклеивала декор. Но так как у меня получилось по-другому, я вклеиваю уже после. Из ленточек я делаю маленькие бантики, которые буду приклеивать на каждое яичко, потому что сверху у меня, как я сказала, я не зачистила и выглядит не очень красиво. Нужно это как-то закрыть. Также я беру ленты разного размера по длине, взяла еще ленту желтого цвета подходящего и завязываю бантик. Бантик можно было изначально сделать побольше. Бантик готов, и я приклеиваю его снизу всей композиции.
Так как бантик показался мне немножечко маловатый, я еще завязала пару бантиков и приклеила точно так же. И таким образом бантик оказался намного пышнее, и его стало лучше видно. Я еще думаю над тем, разрисовать все-таки яйца в горошек или нет. Ну а пока весь мой веночек готов. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!